Итак, навигатор у нас на борту, а мы поедем на 130 километров к западу от Кируны. Это уже будет на норвежской территории. Там мы посмотрим заброшенный мост Нюрдал. У него есть интересная история. И, честно говоря, мне бы хотелось полазать по заброшенным тоннелям. Никогда этого не делал. Вот. Кстати, боюсь, не видно, мы тут догоняем поезд. Но это не рудовоз. Везут щебень для балласта. Похоже на дороге олени. Олени здесь наглые. О, здесь целое стадо оленей. Какого... Тут не смотрят. Тут запросто может вылететь навстречу стадо оленей. Там, кстати говоря, за кустами притаился один рудовоз. Но дороги туда нет. О, шикарно. Ой, твою мать. Дорога-то туда есть, но ворота закрыты. Местность вокруг все больше и больше напоминает тундру, стали появляться горы. Чувствуется приближение норвежских фьордов. Хотя в этот раз ехать нужно меньше 2 часов, и особо промежуточные остановки не предусмотрены, но здесь не остановиться, не полюбоваться, просто грех. Если бы еще непостоянные машины, которые создают звуковой аккомпанемент, было бы вообще великолепно. Горы становятся все выше, на них появились ледяные шапки. Может быть, мне удастся залезть на какой-нибудь ледник и померзнуть там, потому как в эти 2 дня, по крайней мере, погода здесь становилась более чем жарко. По нашим меркам, конечно, 24 градуса, ясно. Ветра почти нет. Мы подъезжаем к государственной границе формально.
официально Шенгенский союз, он как бы единый и без всяких там, пограничных формальностей. Но тем не менее были такие прецеденты, что на границах существовал, так скажем, может быть и не совсем официальный, но вполне реальный полицейский досмотр. Будет интересно. Есть ли такое здесь? Такие границы все-таки существуют. Даже с возможностью декларирования. И даже с полицейским контролем. И даже с таможней. Мы, похоже, никого не заинтересовали. Все, мы в Норвегии. О, в Норвегию еще могут и не пустить. Нас пустили. Теперь мы находимся под покровительством короля Норвегии, собственно, и под его, так сказать, карающей рукой. Так что постараемся законов не нарушать, вести себя прилично. Ну и все в таком случае. Я вспомнил. Норвегия подписала Шенгенское соглашение, но не вошла в Евросоюз. Поэтому и таможня присутствует. Кстати, как сразу изменился ландшафт. Дома из красных превратились в основном в черные. Осевая линия стала оранжевой. Норвежцы говорят, что так ее лучше видно под снежным покровом. Где-то здесь должен быть город. Поворот есть. Вот так выглядит обычная норвежская дачка. Так, а мы поедем к нашему мосту. Отпустили, бездна. Норвежцы народ дружелюбный, если трезвый, если его не злить. Страшно подумать, что здесь зимой творится.
К сожалению, большую часть этого видео придется снимать с рук, потому что я по своему раздолбонству забыл одну важную детальку от штатива. Ну, вернемся к нашей теме. Вот виден бетонный мост. Это современный мост. А раньше поезд шел прямо вот в тоннель. Вот отсюда открывается очень наглядная картинка. Раз, и в тоннель. Ну, как всегда в Норвегии, перед входом в тоннель, как деревянная, ну а сейчас металлическая защита от заносов снежных. Ну, вход в тоннель перекрыт. Не могу сказать, что так уж не преодолимо, но, наверное, все-таки перекрыт он не зря. Кстати, тоннель довольно-таки небольшой. Просто туда заглянем. Похоже, там даже иногда кое-кто ездит. Ну ладно, мы пойдем в обход. Что делать-то? Кстати, отсюда вид завораживающий, особенно если идет поезд. О, идет собака. Здесь еще станция, только не знаю, останавливается ли здесь кто-нибудь. Вот новый мост. И снизу он железобетонный, рассчитан под хорошую нагрузку. А вот как пройти к старому, я не представляю. Мост не дается, к нему никак не подобраться, с какой бы стороны я бы не лез. Ну попробуем еще. Одна попытка. Или две, или три. Попробуем зайти с этой стороны. Если оттуда, конечно, не выскочит поезд. Прикольный бы кадр был. Я смотрю в камеру, оттуда вылетает поезд. Цель, конечно, все ближе и ближе. Но добраться к ней по этому берегу не представляется возможным. Насколько я знаю, что сразу после моста дорога ныряет в тоннель. Поэтому, если уж подходить, то подходить справа. Но справа что-то у нас не получилось. Прелесть. Пока он изволил следовать, меня зажрали комары. Вот еще один минус. Отсутствие нормального штатива. Но вот, видимо, тоннели насыпь 88-го года. Ну, тоннель закрыт сеткой
Попробуем на него посмотреть на обратном пути. А вот насыпь, она куда-то ведет. Вот сейчас мы туда и пойдем. Здесь зато отличный вид на мосты, по которым мы только что лазали. Жалко, все поезда прошли до этого момента. Фу, по-моему, следовало бы открыть этот тоннель, нежели чем заставлять людям карабкаться по этому склону. Боже мой, здесь даже есть скамейка для любования этим мостом. Честное слово. Ой, фу. После таких мучений не грех посетителю полюбоваться, прежде чем подойти к нему. Здесь даже не снято не снят пути. Вот так вот. Ну вот по этой живописной тропинке мы наконец выходим к тому, вокруг, да около чего мы ходили. О, тоннель. Блин, зараза. Он не закрыт. Ай. А здесь он не закрыт. Ладно. Он-то ты. В тоннелях Норвегии обычно своды вырублены в цельном куске породы. С 1988 года по этому тоннелю не прошел ни один поезд. Ну, вот и знаменитый мост. Как я говорил, что на противоположном стороне он упирается в тоннель прямо. И этот старый путь соединяется с новым прямо внутри горы. Ну, как и положено, все тут перекрыто в целях безопасности. Всякие экстремальные спортсмены, самоубийцы и все такое прочее. И просто люди, которым не везет. Мы к таким не относимся. Но все равно туда не полезем. Вот такой он мост из нержавейки. Действительно, ржавого здесь ничего нет. Он просто покрыт краской. Еще повторю, что он 180 метров длиной и 40 метров в высоту. Произведен в Германии, собран здесь за 4 месяца. Возник он как стратегическая преграда на пути предполагаемого направления русских. Это было в 1902 году. Первый поезд по этой дороге прошел в ноябре 1902 года, но официально она была открыта летом 1903 года, потому что его величеству королю Швеции не хотелось ехать в такую снежную и холодную даль из уютного Стокгольма, поэтому дорога 9 месяцев работала без его, так сказать, благословения. И хорошо, надо сказать, работала. В частности, этот мост со дня основания простоял до 1988 года.
Ну, правда, он, конечно, усиливался под нагрузку 25 тонн на ось. Но с 2000 года на этой дороге установили стандарт 30 тонн на ось. Этого, конечно, мост уже выдержать не мог. И вообще, в связи с почтенным возрастом, его списали. И дорогу пустили по более благоприятному с точки зрения экономичности маршруту. А злые русские так и не наступили. Мост взорвать пытались в 1940 году, когда наступали не русские, а немцы. Ну, что-то у норвежцев не получилось. То ли взрывчатки было маловато, то ли мост был слишком крепкий. Но так или иначе, серьезных повреждений мост не получил. И практически всю Вторую мировую войну немецкие предприятия получали отличнейшую руду с месторождений Кируны и производили из этого танки и прочее смертоносное оружие, которое использовалось в том числе и на Восточном фронте против моей страны, которая, к слову сказать, потеряла во Вторую мировую 27 миллионов человек. Это почти 15% населения. Вот такая интересная история у этого моста. Ну, еще одна цель этой поездки достигнута. Будем возвращаться обратно тем же путем, что и приехали. Если отвлечься от всяких стратегических мышлений, то места здесь крайне красивые, народ дружелюбный, ущелья глубокие. Лучше заглянуть в ущелье, над которым перекинут этот мост. Похоже, нам повезло. Идет еще один рудовоз. Считаем количество вагонов и пишем в комментариях, у кого сколько получилось. Ладно, пора идти домой. Все-таки еще 2 часа ехать, а завтра рано вставать. Я поеду в Нарвик, кстати, по этой же дороге. Мост Нюртову мы посмотрели. Теперь 140 километров обратно в Кируну.
еще пара минут, и мы вернемся в Керун.